Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Я хочу сегодня представить вам эту модную оригинальную модель в классическом виде. Приятный легкий ажурный мотив, не вызовет у вас никаких сложностей и затруднений. Такой очень нежный бирюзовый цвет, нежный, приятный, современный дизайн. Девочки, все это притягивает и вдохновляет взяться за спицы. Я обратила на эту модель внимание за ее легкость исполнения, за вертикальность вот этих всех ажурных дорожек. Зрительно вытягивает силуэт, подойдет на большие размеры. Я буду составлять описание 44 размера по 54 российские размеры, то есть такой большой охват. Я считаю, что эта модель в классическом варианте очень подойдет и будет хорошо смотреться на любой фигуре и в любом возрасте. Давайте сейчас мы с вами посмотрим, полистаем ее более детально, рассмотрим. Ну, в общем-то, это вот то, что вы сейчас видели, да, я приближаю вам картиночку, девочки, очень хорошо видно, что здесь классика, да, у нас рукав с окатом, все детали вяжутся раздельно, нижняя планка, вот так он очень красиво сочетается с современными джинсами. Сейчас в гардеробе любой женщины есть джинсы, и я считаю, что этот красивый дизайнерский такой джемпер очень мило и приятно подходит под джинсы. Мне кажется, что эту модель можно будет носить и с сарафаном в летний какой-то прохладный вечер. В принципе, какой-то, это такая универсальная модель, она в то же время и нарядная, да, и в то же время на повседневку ее можно носить. Согласитесь, здесь вот очень хорошо видно узор, я вам приближаю. Знаете, девочки, я немножечко сегодня с этим узором поколдовала и сделала его чуть-чуть длиннее, чем в оригинале, на одну вот эту дырочку. То есть у меня будет не 6 дырочек, как здесь, а 7 дырочек вот этих с накидом. Ну, мне показалось, что это более красиво, более как-то укрупняет узор и делает его более привлекательным. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Но вы можете воспользоваться именно таким узором в оригинале, да, то есть 6 вот этих накидов оставить. У меня 7 будет, когда мы подойдем. Вот смотрите, в белом варианте тоже нарядно, хорошо смотрится. Просто на белом фоне это не так хорошо заметно, да. Но согласитесь, вот спортивный стиль и классический такой, знаете, вариант. Ну, в общем-то, вот спортивным стилем в белом варианте он интересно смотрится, да. Да, такой более деловой какой-то вариант, да, такой более деловая женщина. А здесь такая более спортивная, такая раскованная, современная городская дама. Так, ну давайте сейчас с вами посмотрим выбор пряжи. Для вязания этого красивого джемпера у меня выбрана пряжа Yarn Art Jeans. Это турецкая пряжа. Цвет 76, 55% хлопок, 45 полиакрил. И в 100 грамм 50, то есть грамм 160 метров. Шикарная ниточка, очень хорошо скручена. Всегда я ее хвалила, уже давно вяжу ей. Спицы у меня номер 3,5, девочки. Вот так выглядит наш с вами узор. Очень красивые веточки получаются, да. Вы видите, здесь узор зеркалится, то есть по центру. Ну, просто бесподобная красота. Это я сделала, знаете, я вначале связала образец с 6 дырочками, потом мне показалось, слишком это мелко как-то смотрится, ну, как-то мелковато. Ну, я даже не могу это определить, такое слово даже подобрать. Короче, я решила сделать 7 вот этих дырочек, чтобы узор более богато смотрелся. Это мое личное мнение, вы можете схему, девочки,
тоже изменить, убрав один из накидов. То есть я, когда покажу вам схему, вы поймете, о чем идет речь. То есть здесь у нас узор слегка по сравнению с оригиналом увеличен. Так, теперь хотела бы я, девочки, вам показать альтернативную пряжу. Значит, ну, вот эта пряжа идеально подойдет на замену. Я, значит, Газал джинс, то же самое, в 50 грамм 170 метров. Это тоже полухлопок, 58 хлопок, 42% акрил. Идеально попадете в плотность. В общем, эта пряжа практически аналог нашего с вами Yarn Art джинс. Дальше. Пряжа, которая тоже подойдет, это фирма Ethrafil Amigurumi. Так, значит, в составе у нас идет 60% хлопок, 40 акрил и в 50 грамм 145 метров. Пряжа тоже средней толщины, идеально подойдет, значит, тоже в плотность. Следующие мои фавориты, их вот еще тут много. Alize Cotton Baby Soft пряжа. Разные тоже цвета, тоже полухлопок, 50% хлопок, 50 акрил. По метражу 100 грамм 270 метров, но она не толстая. Хотела бы подчеркнуть, что она очень мягкая и похожа на вискозный вот этот блеск такой, знаете. То есть у нее такая немножко обработка идет особенная по сравнению, вот, например, с Yarn Art Jeans. Здесь хлопок, хлопок, хлопок прям так ощущается, да. Здесь ощущается, как будто она шелковистая. Так, и хлопок, хлопок, хлопок у нас тоже Alize Cotton Gold. Попадете в плотность, она самая у нас такая объемная, 100 грамм у нас 330 метров. В общем-то, хорошая пряжа. Тоже цвета красивые, интересные, недорогая. И еще мне очень нравится пряжа, я ее полюбила, Ethrafil Pumuckle Belly. По итальянской лицензии сделана пряжа. Мне очень нравится ее качество. Я ее прям, знаете, больше всех почему-то полюбила. Она самую сильную скрутку имеет. И очень приятно из нее вязать. Нравится она мне. Хорошо смотрится в любом узоре. Так, и я не сказала, что там в ее составе и в метраже, да. Смотрите. Вот у нас 100 грамм 260 метров. И это полухлопок. 55% хлопок, 45 акрил. Все, тоже попадете в плотность. То есть вот такое разнообразие, девочки, всяких всевозможных вариантов использования и вязания летнего джемпера. Пожалуйста, можете даже не обязательно летний его сделать, его можно связать из любой пряжи, можно из мохера, можно использовать пряжу с шерстью, то есть это все на ваше усмотрение. Ну а сейчас давайте посмотрим схему нашей красоты, которую я нарисовала. Схема узора выглядит вот таким образом. 11 петель ширина у нас раппорта и 14 рядов высота раппорта. Вот я показала от этой черточки до этой, это у нас раппорт узора. Особенность такая, у нас будет делиться на правую и левую части наш узор. И по центру наших деталей он именно так зеркалится, именно так, как у меня на схеме. Мы сегодня свяжем образец узора, вы поймете, о чем идет речь. Пустая клеточка у нас лицевая петля, накид – это традиционно кружок, и вот эти треугольники, прямоугольные треугольники, это 2 вместе лицевой у нас с наклоном вправо и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Девочки, давайте сейчас посмотрим выкройку. Здесь не все размеры у нас. Размеры я сегодня рассказываю в расчетной части. Там все рисую и показываю на все вот эти вышеозвученные размерчики.
которые я сегодня вам говорила. И, собственно, вот такое у нас описание будет выложено под видео. В результате сегодняшних наших расчетов получилось вот это описание. Вы его почитаете самостоятельно, оно под видео, в свободном доступе. Я сейчас, конечно, читать его не стану. Размеры я уже сегодня озвучила: 44, 46, 48, 50, 52, 54 российские размеры. Ширина, длина изделия – все в расчетной части после того, как свяжем образец и сделаем расчет плотности. Смотрите внимательно. А сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 46 петель, девочки. Но для того, чтобы потренироваться и посчитать плотность, вам достаточно набрать в 2 раза меньше. Раппорт узора у нас 11 петель в ширину. У меня 4 раппорта. Вы видите, я показываю вам середину нашего джемпера. И с 2 сторон у меня идет зеркалица узор. Вот. И вам достаточно вот эти 2 центральные связать полосочки, а вот эти 2 крайние можно пропустить, да? Ну, хотите потренироваться, можете набрать, как я. Итак, девочки, я вам буду сейчас показывать, значит, как у меня есть на образце. Вяжем первый ряд, первую кромочную снимаем, начинаем вязать первый раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, лицевая, накид. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Следующее. Точно так же повторяем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Теперь вяжем зеркальный раппорт. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Делаем накид, вяжем лицевая, еще один накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Это был зеркальный мотив наш раппорт. Сейчас я вам буду показывать только правый и левый, вот эти зеркальные по раппорту. Я не буду вам показывать 2 раппорта подряд, вот, то есть, чтобы не загружать видео. Все четные ряды мы вяжем изнаночными петлями. Итак, вяжем 3-й ряд. Правый раппорт у нас идет, правый. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Теперь вяжем левый раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали 2 раппорта, 2 зеркальных раппорта. Продолжаем. Вяжем 5-й ряд нашего правого раппорта. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали правый, теперь левый вяжем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все, связали левый раппорт. 7-й ряд. Вяжем правый раппорт.
2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали правый раппорт. Вяжем левый раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали левый раппорт. Вяжем 9 ряд. Правый раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 4 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали. Теперь левый раппорт вяжем. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид и 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали левый раппорт. 11 ряд. Вяжем правый раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали правый раппорт. Левый вяжем раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, делаем накид, лицевая, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали левый раппорт. Вяжем 13 ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем накид, лицевая, накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Теперь вяжем левый раппорт. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали левый раппорт. Раппорт полностью связан. Повтор идет с первого ряда, то есть с 1 по 14 ряд. Сейчас еще 14 осталось связать изнаночный, и затем повтор раппорта. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Тянем в влажном состоянии наш образец. Надо очень хорошо обратить внимание на крайние петли наши. Поскольку крайние петли тоже участвуют у нас в расчете плотности. Итак, сделали влажную тепловую обработку, потянули образец, да? Теперь в ширину тоже его надо расправить, красиво сделать. Девочки, оставляем сохнуть в естественном состоянии. Итак, наш образец высох. Вот так он сейчас выглядит, довольно заманчиво, красиво и изящно. Давайте с вами возьмем простую линейку и измеряем ширину образца. Так, ширину образца вместе с кромочными составляет 22 сантиметра. У нас участвовало, у меня во всяком случае, 46 петель. 46 надо разделить на сантиметры 22. Мы получим плотность 2. Запишем в 1 сантиметре
2 петли. Теперь по вертикали плотность измеряем. У нас неровный край, надо измерить высоту образца. Вот у меня 20 сантиметров, так скажем, в длинной части и 19,5 в короткой части, да. Ну, давайте возьмем 20. Пусть будет 20 сантиметров длина образца. И надо посчитать, сколько рядов. Так, у нас 42 ряда, то есть у меня 14 рядов раппорта и 3 раппорта связано. Поэтому 42 ряда мы разделим на 20 сантиметров, 2,1 получается плотность по вертикали. С этими цифрами, девочки, сейчас мы будем делать с вами расчеты. Мы будем сегодня с вами составлять описание вот по этой выкройке. Будем рассматривать с вами размер 44-46, ширина спинки переда 50 сантиметров. Второй размер 48-50, будет ширина спинки 56 сантиметров. Третий размер 52-54, ширина спинки 61 сантиметр. Мы посчитали с вами плотность. Наша плотность в 1 сантиметре 2 петли, поэтому мы будем сейчас сантиметры умножать на петли, на нашу плотность получать петли. То есть 50 умножаем на 2 плотность, получаем 100 петель. Это первый размер. Второй размер 112 петель и третий размер 122 петли. Как будем располагать узоры? Наш раппорт составляет 11 петель. Причем надо, чтобы было четное число раппортов, для того, чтобы симметрично расположить с одной стороны и с другой стороны, ровно посередине, узоры у нас зеркалятся. Вы понимаете, да? Поэтому, девочки, для первого размера предлагаю такое расположение узоров. Значит, у нас получается 8 раппортов по 11 петель идут. Но начинать мы будем кромочной 5 лицевых петель. Далее идут у нас 8 раппортов по 11 петель. Вот здесь в центре они зеркалятся. То есть по 4, да, петли, по 4 раппорта. 4 раппорта идет с правым направлением, то есть вот по этой схеме вяжутся первые 4 раппорта. Следующие 4 раппорта вяжутся по левой схеме, как мы с вами в образце сегодня вязали, да? Это понятно. Вот они, эти правые, это левые направления. Ну и 5 лицевых справа, 5 лицевых слева. Кромочная справа, кромочная слева. В сумме 100 петель. Для второго размера у нас будет с вами 10 раппортов по 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И мы ровно пополам делим, да? То есть 5 у нас будет с правым направлением, 5 с левым направлением вязаться. Ну и 2 кромочные плюс. В сумме это получается 112 петель. Для третьего размера у нас 122 петли. И мы делаем так же, как для первого размера, но на 1 раппорт больше. То есть мы с вами берем 10 раппортов по центру и добавляем справа и слева по 5 лицевых. Это 5 лицевых. И здесь 5 лицевых. Кромочная и кромочная, да? В сумме 122 петли. Так, с этим мы разобрались, да? Давайте теперь далее пойдем. У нас с вами рукав с проймой. Высоту проймы я беру первый размер 19 сантиметров, второй 21 и третий 23 сантиметра. Глубину проймы на первый размер берем 5 сантиметров и далее увеличиваем по одной петле. То есть первый размер у нас получается 5 умножить на плотность 2, это будет 10 петель. Далее мы увеличиваем 11, второй размер, и 12 петель, третий размер. На вырез горловины первый размер я беру 10 сантиметров, то есть 20 сантиметров будет ширина выреза. Здесь вы поняли, да, двойной размер. Получается 20 сантиметров умножаем также на плотность по горизонтали 2, получаем 40.
Второй размер я расширяю 42 петли, третий 44 петли. И все, что осталось, это петли плеч. 20, 24, 27 петель. Далее, вырез горловины по спинке у нас будет формироваться на глубину 2 сантиметра, вырез горловины по переду 7 сантиметров. Как сформировать закругление по пройме, как сформировать закругление по вырезу горловины, читайте в описании под видео. Там подробная инструкция и последовательность ваших действий, девочки. Я не сказала, что мы начинаем с вами снизу вверх вязать, но это, наверное, так понятно, да? Все детали у нас раздельно вяжутся, потом сборка идет. У нас начинается вязание с нижней планки. Я рекомендую использовать спицы номер 3 для нижней планки. Вяжется любой резинкой, 1 на 1, 2 на 2, какой хотите. Затем переходите на ажурный узор уже на спицах номер 3,5. Девочки, далее. Общую длину изделия я заложила 60 сантиметров. Пожалуйста, под себя, под свой рост откорректируйте эту длину. И это скажется вот на этом расстоянии, то есть от нижней планки до проймы. Ну, я сразу перевела все в ряды, то есть любой сантиметр по вертикали надо переводить в ряды. Когда вяжете, пожалуйста, считайте ряды, не надо ничего мерить сантиметром. Дело в том, что мы с вами применяем коэффициент плотности. По вертикали мы умножаем любой вертикальный размер, вот, например, 36, да, у меня стоит на первый размер, я умножаю на нашу плотность по вертикали 2,1. В одном сантиметре у нас 2,1 ряда умещается. 36 умножаем на 2,1, получаю 76 рядов. И когда вяжем, считаем эти ряды. В таком случае при стирке наше изделие примет ту самую длину, которую мы с вами запланировали. То есть там будет совсем небольшая погрешность. Давайте дальше перейдем к рукаву. Рукав тоже начинается с нижней планки резинкой 1 на 1, 2 на 2. Высота этой резинки 5 сантиметров. В последнем изнаночном ряду мы должны с вами равномерно добавить на все размеры до 57 петель и располагать узоры следующим образом. Кромочная, 5 раппортов по 11 петель, кромочная. Здесь у нас идет одно и то же направление. Вы можете сделать зеркально у двух рукавов, да, то есть как вы хотите, отзеркалить. Значит, допустим, правый рукав вы делаете по схеме номер вот этой первой, да, левый рукав делайте по схеме номер вот этой, то есть правый и левый. Можно сделать по любой схеме и оба рукава, то есть не обязательно зеркалить. На ваше усмотрение, на ваше желание. Здесь надо включать свою творческую фантазию. Дальше, вот у нас с вами 57 петель, да, и нам надо по скосу прибавить петли, чтобы самой широкой частью рукава получилось 75, 90, 83, 91 петля. Длину рукава я беру 60 сантиметров, тоже очень индивидуальная мерка, которую вы должны под себя откорректировать. Я буду на примере этой длины рассказывать. Нам надо с вами посчитать равномерные прибавки по скосу рукава. Для этого я должна знать высоту скоса. В моем случае это 42 сантиметра. Со 42 сантиметра надо умножить на плотность по вертикали 2,1, получаем 88 рядов. Далее, значит, из вот этого числа первый размер 75 петель отнимаем 57 петель, получаем число 18, делим на 2 скоса, получается на каждый скос надо прибавить 9 петель. Также я считала для других размеров. И теперь, девочки, зная высоту скоса 88 рядов, зная, сколько петель нам надо распределить равномерно по скосу, мы 88 разделим на эти
9 петель, которые надо прибавить. Я на примере первого размера рассказываю. Так, 88 разделить на 9. Получается, девочки, в каждом 9 ряду мы делаем прибавки. Вот таким образом мы считаем равномерность прибавок. Прибавки делаются одновременно с двух сторон и вот в каждом 9 ряду. Далее. Что касается оката рукава, его высота 13 сантиметров. Для новичков я рекомендую использовать выкройку в натуральную величину. Я сама так училась, и это очень удобно. Это многоразовая выкройка, которую вы можете применять потом для других моделей в таком классическом варианте исполнения. То есть здесь что, собственно, у нас убавки идут? Убавки, ну, вот здесь в этой части обычно убавки мы делаем так же, как и по пройме закрывали. Затем у нас идет в каждом втором ряду по одной петле, потом уже идут по 2 петли в каждом втором ряду, и вот здесь в самой пологой части мы обычно закрываем уже по 3 петли, и одним разом закрывается 15-20 петель вот в этой самой конечной точке рукава. Вот. Это кратко, так я вам говорю. Более детально вам все-таки, девочки, если вы новичок в вязании, желательно сделать, как я сказала, по выкройке в натуральную величину. Вы прикладываете свое вязаное полотно в каждом лицевом ряду и смотрите, ага, здесь надо убавить 1 петлю, да? Потом в следующем втором ряду тоже прикладывать, ага, здесь уже надо 2 убавить, да? То есть очень наглядно и легко вязать этот окат. Ну, собственно, вот все, что хотела я вам рассказать, я рассказала. Читайте описание под видео, все там подробно изложено, доступным языком. Я желаю вам удачи, до новых встреч!